Многие, кто следит за новостями и жизнью в Турции, видели эти кадры от 30 января в городе Мерсин. Было много предупреждений о том, чтобы без лишней надобности не выходить из дома и держаться подальше от возможных зон подтопления. Осадки, сильные ливни, которые наблюдались по всему городу в ряде районов в Мерсине, привели к переполнению русел ручьев и другим неблагоприятным последствиям. Из-за сильных дождей снег в высокогорных зонах стремительно растаял, что вызвало резкое повышение уровня воды в ручьях. Возникшие переливы стали причиной локальных наводнений в некоторых частях города. Ну а мы снимали свое видео уже 1 февраля, то есть через день после того, как вы видели те известные кадры в одном из районов Мерсина. Покажу ближе, где я смогла добраться. В принципе, вот эти каналы, о которых мы говорим, что это каналы с гор, течет вода. Обычно всегда они пустые. Круглый год, кроме зимы, когда дожди. Вот так вода, кстати, 2 дня прошло с тех дождей, течет с гор. Ну, как мы видим, тоже здесь посносило вот эти вот бортики. Но дорога, этот мостик стоит. И вот так вода до сих пор льется с гор в море. Поэтому и у моря такой цвет, у берега вот такой. То есть такой сильный был поток воды, что проходил сверху, потому что везде ил. Видите, вот здесь вот размыла часть. Тут у нас ресторанчик стоял, рыбный, кафешечка. С этой стороны нормально, а с этой стороны размыло. Но каналы, в принципе, справились. Именно так сейчас выглядит большинство пляжей. Многие собирают дрова, которые сейчас очень-очень кстати. Смотрите, все с этих каналов, с гор, вот это принесло в море, все вынесло и сейчас чистят. Ты как матушка природа очищается, видишь? Да. Все выбрасывает. То есть все с гор, и из этих каналов вот очень много и камыши, и какие-то вот деревья целые. Это все вымыло в море, и море потом выбрасывает на берег. И, в принципе, я смотрела по новостям, это мы уже здесь остановились, решила снять, показать, потому что у нас спрашивали про это наводнение, затопление. И сейчас во всех районах Мерсина, абсолютно везде, чистится берег вот такими эскалаторами. Причем сегодня воскресенье, вообще чистки идут 24/7, очень активно это все расчищается. Ну вот стихия, да, она такая, да. Кошечка. И вот здесь уже почти почистили. Смотрите, какие-то огромные деревья просто вымыло. Я знаю, что на дорогах некоторые деревья падали, тоже были заторы. Ну, и здесь вот так. Ну, идем дальше. В общем-то, мы вышли, где этот Челтанаси, Минли район. Мы хотели попить чай в кафешке, но так как, в общем-то, не было там чая, мы уже решили пройти дальше, чтобы присесть. И заодно покажем вам немного Теджи и вообще это побережье. И посмотрите, вот зимой это море невероятное просто. Ну, посмотри, какое сочетание. Акденис, по-турецки белое море. Ну, потрясающе. Я всегда восхищаюсь этими цветами, тонами, оттенками моря. Это сочетание моря и неба просто роскошно. Вот, как раз. Не, ну серьезно, ну посмотри. И солнце, ну это прекрасно. Я не знаю, как можно не восхищаться. И вот здесь, да, тоже стекала вода, прямо все видно. И, естественно, все с гор, все сейчас на побережьях и на пляжах. На самом деле не надо драматизировать, так. Ничего страшного не произошло. Все эти каналы, их лет 5, наверное, да, 6 построили. И, они справились на 5 с плюсом. Молодцы. Ну, отлично, Ну, там отлично, потом да.
месяц ли в городе, ну уже потом как-нибудь, когда будем ехать. Я думаю, что пока мы будем ехать там уже все будет как новое, потому что это Турция. Тут, что касается дорог, ремонтов, это все очень быстро, это просто достойно восхищения реально. И вот мы идем дальше, ну, естественно, вот пляжи так все выглядят сейчас по понятной причине. Здесь вот эти кафешки, сейчас посмотрим, или чуть дальше сядем попить чай. И вот тоже вижу эскаватор. Ну да, я так и сказала, кошки. Эскаватор. Вот тут тоже работает. Я вообще всегда обожала вот здесь, в Тедже, именно вот этот кусок набережной. Сейчас еще чуть дальше. Там так классно. Вот эти эвкалипты и просто лавочки. Естественно, здесь на террасках приятно сидеть. Сейчас, конечно же, воскресенье, как бы утро, ну как бы обед. Еще никого нет. Вообще нет. И вот. Вот эскалатор. Да. Все тут расчищается. Конечно, грязючка на пляжике. Сейчас, ну, ливни реально были очень сильные. В принципе, дожди здесь бывают только зимой. И, кстати, буквально накануне я читала, что из-за того, что последние 4 зимы где-то было очень мало дождей, мало осадков, то водохранилище значительно в водохранилищах здесь понизился уровень воды. Так что это даже очень хорошо. Хорошо, когда зимой есть осадки и обильные дожди. Так что это наоборот лучше и лучше. Так, вот собирают люди и себе дрова из всего этого. Там такие хорошие дровишки есть. А вот это место мне очень нравится, когда лавочки и тут эвкалипты. И идешь, просто запах эвкалиптов у моря. Роскошно. Роскошно. Но дожди были реально сильные. Я не знаю, Там мы смотрели на горы, вообще их не было, абсолютно ничего не было видно. Ничего. Одна чернота, вот именно черная. Небо черное. Я вообще впервые видела такое небо. А какие волны были? Это первый раз, сколько здесь зимой, Да. первый раз такое видел. И ветер сильнейший, дождь сильный. И мы вообще там пару дней не выходили, да. Мы сидели с балкона, смотрели на это прекрасное море. И все. Ну вот, все стоит, терраска, все. Отлично. Собаки. Так, 18 градусов, 1 февраля. Вот сейчас я оставлю, дождусь. 1 февраля, 14 часов и плюс 18. Вот, 18 градусов. Ой, хорошо, что эти холода уже прошли, закончились, потому что было очень холодно. На мангальчик. Да, кстати, эти пляжи очень быстро почистятся. Где машины, где сами люди, кому что нужно, потому что, да, у кого дома туда чуть выше, они же отапливаются, многие отапливаются печками. И поэтому это все пойдет на пользу. Вот такие тут цвета, все не Помнишь, что это было новые. такое? Отремонтировали. Да, отремонтировали. Классные вот эти виллеты, в Италии виллеты называются так, виллы здесь, да, на территориях Сите. О, а здесь уже все, вот все почистили здесь, закончили, перешли туда. Все выдержало. Да. А ветер был, и плюс еще ветер, я так думаю, что с Африки был. И именно, помнишь, когда мы вышли гулять, была пыльца такая. Ну как? Да, как будто пыль была в воздухе,
потому что ветер на самом деле теплый. И вот сегодня 18. Хотя, видите, вот солнца нет. Это не на солнце, это вообще просто в тени. И мы смотрели там в ближайшие дни, там опять у нас где-то, когда через 2 дня опять дожди обещают, да? Вот, вроде бы мы вообще ничего не собирались снимать, но уже хочу дойти до мостика вот этого в Тедже. Тут размыло берег немножко от волны. Да, камни эти большие порушились. Потому что я видела, и море вот еще все выбрасывает еще. Потому что я видела видео, что тот мостик в Тедже, его смыло как раз Ну, сейчас пойдем посмотрим. да, этой водой. Что это было день назад, сейчас посмотрим. Естественно, его совсем скоро сделают, и все там будет в порядке. Но мы сейчас вот через день посмотрим, что сейчас там. Лена, Так, когда смыла недвижимость в Мерсине, 20-й год, 21-й, и все говорили, да что Мерсин, там, допустим, когда дожди его, он плывет весь. И вот тогда где-то, я не знаю в каком году, ну, мне кажется, в 2000-м. Потому что когда мы в 21-м приехали, уже каналы были. да. Вот. И я считаю, что каналы справились на отлично. Прям на 10 с плюсом. Да. И нам где вот эти мосты, вот там вот задерживалась вода. А так, ну, отлично. Учитывая то количество осадков, которое выпало за тот день, это было просто, не знаю, как небо прорвало. Ну и мы ничего не почувствовали, то есть даже машины не двигали. Мы- Никаких признаков не было наводнения. Но мы так, да. Так больше в горах, вот эти, конечно же, эти села в горах, там вместо дорог были реки. Ну, это понятно, у нас даже и в городе, когда сам момент, когда идет сильный дождь, тоже дороги превращаются в реки, потому что когда большое количество осадков, не успевает эта вода пройти в канализацию, в эти даже стоки специальные. Вот. Ну что ж, смотрим, все помним и знаем, здесь обычно этот пляжик, вот здесь сейчас тоже вода. Давайте. Да, вот видишь, как подмывало, ну то есть потоки были очень сильные. Здесь канал, рядом с каналом. Да, так это рядом с каналом. И вот этот мостик, Иди посмотри, вместе нет. Ну, там как что было понятно, тут вот стоят машины, работа. Не знаю, сможем мы подойти или нет. Там ну, вот ведутся там вот где-то решетка, работы. заборчик, да, вот там вот Да. канал. Ну, работы идут, смотри. работы ведутся. Это вот здесь, где, ну, знаете, где мостик. Где рыбный Альп-Сити 2, где вот здесь рыбный ресторан. Мы сейчас посмотрим, женщины пойдут, нам не хочется туда идти. Но вот и с той стороны видно, работают машины. И люди ходят, смотрят. Нет, там пройти нельзя. Вот женщины подошли, они просто смотрят, мостика там нет, работы идут. Ну, то есть скоро, совсем скоро, я думаю, через неделю уже там все будет. Все будет. И вот здесь все очищается, естественно. Ну и вот так проходит воскресенье у обычных жителей у моря. Посмотрите, какая красота, эти цвета. Ну, пару дней зимой посидеть дома из-за сильного дождя, я думаю, ничего страшного. А так зима, когда холодно, плюс 18, ну это тоже восторг, нет? И что оказалось? Оказалось, что в тех кафешках еще не наливают чай. 2 часа дня, воскресенье, рано. Рано. И, в общем-то, мы, получается, что просто прошлись, прогулялись, посмотрели, вам показали, подышали свежим воздухом прекрасным. И возвращаемся обратно к нам в машину. Без чая. Не знаю, будем в другом месте чай пить или как. Ну, вот прикоротенькое видео о том. Ну-ка, давай. Надо себя хотя бы показать, что у нас видео без лиц получается.
Давай мы покажем себя. Это мы. Чтобы вы знали, что это мы. Напомним, как мы выглядим, да? И вот так наслаждаемся, гуляем, восхищаемся, вдыхаем этот безумный воздух, эвкалипт и морской воздух, и Ветер теплый ветер. теплый ветер. Все, пишите, лайкайте, благодарите нас, какие мы крутые и классные. Все, ну а мы и Ой. дальше будем снимать и Елена показывать то, Александровна. чем мы восхищаемся мы. Возможно, это кому-то тоже понравится и будет приятно. Все-таки в этом климате плюс 18, когда даже в Молдове сейчас днем минус 17, ну, согласись. Обещают минус 24. Да, это как бы да. Вот. Разница есть. Все-таки мы присели.